Всем привет! Российский военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин, который в 2014 году развязал конфликт на Донбассе, заявил, что российская армия должна захватить Харьков. А для этого его необходимо бомбить, не считаясь ни с какими жертвами среди гражданского населения. При этом жителей Харькова Гиркин называет русскими людьми, братьями, но все равно призывает этих русских людей не жалеть и уничтожать, потому что они оказались на стороне врага. Нам надо освобождать Харьков, надо освобождать Киев. Невзирая на потери. Хотят ли жители Харькова или не хотят, они живут в государстве, которое имеет всего одну функциональную обязанность. Воевать с русскими, воевать с Российской Федерацией. Это беда, но от этой беды никуда не деться. Идет война, удары будут наноситься, и люди, находятся на стороне противника. В общем, по мнению Гиркина, жители Харькова виноваты уже только тем, что живут в стране, на которую напала Россия. И поскольку страна посмела обороняться, жители Харькова должны страдать. Плевать, что там живут женщины, дети, старики. Они же на стороне противника, значит, их можно не жалеть. Во время Второй мировой войны бомбили Германию. Жалко немцев, которые погибли тогда, женщин, детей, стариков, жалко. Но это была война. И сейчас идет война. В общем, если раньше россияне врали, что они не наносят удары по мирному населению, а бьют исключительно по военным объектам, то теперь они уже прямо говорят, бьем мы и по гражданским, мол, чуть-чуть жалко их, конечно, но ничего не поделаешь. Причем оцените логику российских имперцев. Обычно они утверждают, что украинцы — это русские, мол, в Украине живут русские люди, это наши, это братский народ. Но когда нужно оправдать удары по гражданским объектам, украинцев резко начинают сравнивать уже не с русскими, а с немцами. И приводят в пример бомбардировки Германии во Второй мировой. Мол, бомбили немцев, да, жалко их, конечно, было, но это же немцы, ничего не поделаешь. Только есть два небольших нюанса. Во-первых, тогда действительно союзники бомбили Германию, но бомбили в ответ на агрессию, потому что Германия развязала войну. А Россия бомбит Харьков просто так, потому что ей захотелось. А во-вторых, немцев тогда союзники считали официально врагами. Для них это были чужой народ, чужая страна, чужаки. А тут российская пропаганда сначала утверждает, что в Украине свои, один народ, русские, а потом призывает этих же русских бомбить. Бей врага, но если этот враг фактически твой брат, вот сколько надо его, столько бей. В этой фразе Гиркина вся суть современной России. Наш брат – это наш враг, поэтому будем бить нашего брата столько, сколько нужно. Вы знаете, это даже не Оруэлл, это какие-то неведомые глубины шизофренического безумия. И это же не один Гиркин так говорит. Так действительно думают миллионы россиян, потому что у того же самого Гиркина есть миллионы подписчиков, миллионы сторонников, которые думают точно так же, как и он. Мы должны воссоединиться в один народ, иначе мы погибнем все. То есть, по мнению Гиркина, украинцев убивают, чтобы спасти от гибели. То есть, все вот эти удары по супермаркетам, по медицинским клиникам, по школам, по жилым кварталам, это все для нашего же блага. А мы, дураки, просто этого не понимаем. Это они так хотят нас от гибели спасти. Но тогда просто непонятно, а что делать, например, родственникам тех, кто уже погиб. Радоваться и благодарить спасителей? Или как? Вы знаете, вот эти людоедские откровения, они свидетельствуют только о том, что мы имеем дело с абсолютно неадекватной идеологией, с абсолютно психически больными людьми, с режимом шизофреников. И очевидно, что единственный способ как-то этот режим сдержать, это просто тотальная эмбарго, тотальная блокада России и принуждение ее к миру, лишение ее возможности вообще вести войну дальше, продолжать этот конфликт, потому что мы видим, что это что-то нерационально, это
полнейшее какое-то безумие, это иррациональная ненависть, которой нет никакого объяснения, потому что логика российских завоевателей – это вот такая логика, которую мы слышим от Гиркина. Поэтому, друзья, давайте поделимся максимально вот этой информацией, разгоняйте это видео, пусть все понимают и знают, что на самом деле думают вот эти российские имперцы, какие цели они на самом деле преследуют. Помогите поделиться этим видео и подписывайтесь на канал, это тоже очень важно.